Всем привет! Сегодня на обзоре у часового необычный тул от Nextool. Как бы странно это ни звучало. И я уже делал обзор на похожий мультитул года 4 назад. Назывался он KT5023 от Huohao. Я внизу закреплю, если кому-то интересно, можете посмотреть. Это были первые версии, а теперь, я надеюсь, Nextool взяли на вооружение недоделки, которые были мною показаны, я думаю, не только мною, и сделали отличную версию. Итак, давайте посмотрим по материалам. У нас здесь есть и 30 хром 13, и 8 хром 15, и весит это все 313 грамм. Все почему? А потому что здесь есть разводной ключ, то есть это полный ящик инструментов в одном ноже. Итак, давайте распакуем и посмотрим, получилось ли в этот раз у Nextool. И я хочу верить, что получилось. Так, вскрываем. Давайте вытащим сам нож. Итак, имеем два силикагеля, имеем инструкцию. Как всегда, идеальный перевод, руководство пользователя Nextool, щипцы для разводных ключей. Читаем самое главное правило для данного тула. Пожалуйста, храните в недоступном для детей месте. И прячем подальше эту инструкцию, чтобы к ней никто не мог добраться. Итак, давайте по чехлу с большой кнопкой. Первый раз такое вижу. И, собственно, сам инструмент. Сидит он, как видите, довольно-таки плотно. Будем надеяться, что это из-за кулька. Чехол это хорошо, особенно если его хранить в бардачке в машине. Да, это уже не та китайская поделка, которая была изначально. Там все было немножко попроще, а здесь вот увесисто. И на вид все сделано очень неплохо. Смазки не пожалели. Даже надо немножко ее повытирать. Мне кажется, с избытком она идет здесь. Первое, на что обращаю внимание, конечно же, на визуал. Визуал здесь просто отличный. Над дизайном поработали. Тактильно тоже мне это все дело нравится. Как это все дело работает, естественно, мы проверим. А пока вот первые впечатления очень положительные. Я уже немножко попользовался данным мультитулом. И первое, что я вам хочу сказать, это учитывайте его вес. 318 грамм. Если не искать узких мест, то толщина 20 мм, основная ширина 34 мм и длина 152 мм. Сделаны они из 3 хром 13 стали, обещают твердость выше 58 по Роквеллу и в 3 раза более прочную конструкцию, чем у обычных инструментов. Каких обычных? Я думаю, вот таких. Все это сделано, по словам компании, за счет литья под давлением. Но как это все проверить, у меня пока нет данных. А вот с подгонкой тут все хорошо. Подгонка губок здесь на очень-очень неплохом уровне. Не слышу перехода пальцем. И давайте попробуем взять тонкую салфетку и захватить. Как вы видите, очень неплохой получается захват. Если сравнивать вот с таким разводным ключом, ключ довольно-таки неплохой, но единственное, он чуть-чуть боится влаги. То здесь немножко больше люфтов и чуть-чуть хуже подгонка. Ну, естественно, это только разводной ключ. По крепости не возьмусь судить, какой из них будет крепче, но у Xiaomi мы знаем, какая сила может быть приложена. Это 50 ньютонов, а 50 ньютонов это довольно-таки много. Сломать вы, я думаю, сможете только если сверху оденете трубу и начнете с помощью трубы, так сказать, увеличивать усилия. Ну, а вручную сломать, я надеюсь, у вас не получится. Хотя можете попробовать, и если у вас это получилось, конечно, напишите в комментариях. Размер, я бы сказал, классический. Разводится на 25 мм. Ход этого червячного механизма очень приятный. Во-первых, он подпружиненный, во-вторых, хорошая подгонка деталей. И, если честно, он сделан лучше, чем первая версия. Шевеленка появляется только в самом крайнем положении. И если вы посмотрите, то качество литья, конечно, хорошее. Вот тут придраться, в общем-то, не к чему. Это, наверное, самый качественный разводной ключ, который у меня был. Ну, конечно, самый дорогой разводной ключ. Но если бы это был простой разводной ключ, то, в общем-то, говорить было не о чем. Но это ключ с храповым механизмом, и вот таким образом он включается. Я ни разу не пользовался храповым механизмом, а оказалось, это довольно интересная штука. Сейчас я вам покажу. Берем, к примеру, вот такую вот гайку, которая является фиксирующей, и пробуем ее закручивать. Вниз мы крутим, а вверх с вот таким вот щелчком мы можем, не снимая, продолжать закручивать. Это аналог трещотки и отвертки, и, на мой взгляд, это довольно-таки интересная штука. Ну, принцип работы довольно простой, сейчас я вам покажу. А вот в таком положении убирается упор, и нижняя губка может вниз свободно ходить. Этого вполне себе хватает, чтобы она по гайке могла перескакивать. На удивление, интересный механизм. Честно говоря, встретился с ним первый раз, и, в общем, мне он нравится. Мне кажется, что в некоторых ситуациях, когда довольно труднодоступная гайка, это может быть очень хорошей штукой. Довольно удобно будет закручивать, и почему-то вот в таких обычных ключах я этого ни разу не встречал. Скорее всего, это снижает надежность, либо же очень повышает стоимость. Проверил все это дело на велосипеде, вот таким образом выглядит. Разводному ключу зачет однозначно. А так как нож, встроенный в данный мультитул, хвалится своей сталью 8 хром 15, которая хорошо держит заточку, не боится воды. Это такой себе аналог стали AUS 8A. Твердость 56-58 по Роквеллу. Для тула более чем достаточно. Поэтому следующим будет у нас нож. Давайте оценим механику открывания. На мой взгляд, открывается очень неплохо. Если вы посмотрите, то стоят латунные проставки.
И само открытие очень плавное. А вначале довольно хорошо он фиксируется, поэтому процесс срывания может быть не плавным, а дальше вы открываете его плавно и довольно-таки быстро. Лайнер-лок фиксируется в середину пятки, да, не сказал я сразу, здесь, конечно же, есть фиксатор, это лайнер-лок, с приятным щелчком фиксируется, люфтов не наблюдается, ни горизонтальных, ни продольных, длина режущей кромки 66 мм. Толщина в обухе 2,5 мм. Сколько можно резать формата А4? Давайте резать конверты. Для заводской заточки более чем. Но нож только тогда хорош, когда может шинковать картон. Картон шинкует. Вижу, что недостаточно намусорил, поэтому давайте попробуем резать паракорд. Как по маслу. А если попробуем стружить деревяшку? Что мне понравилось, это хват. Вы берете вот таким широким хватом и стружить деревяшку приятно. То есть вам ничто не давит, вы можете с максимальной силой делать свое дело. И в этом плане, кстати, удобная штука, как оказалось. Пытался найти название данной формы, но максимально подходящая это SpayPoint. Если я не прав, опять же напишите в комментариях, будет интересно узнать. Сразу замечу, в этом туле фейковых инструментов нет. Ну типа открывашки, там еще какой-нибудь ерунды, поэтому следующий инструмент здесь это пила. Пила, как видите, совершенно не длинная, всего лишь 6 сантиметров. Если вам нужно будет делать костер, а переломить деревяшку вы не сможете, я думаю, в этом плане вам данная пила должна помочь. Давайте попробуем, как она пилит. У меня есть многострадальная деревяшка, на ней, собственно, мы и будем проверять. Итак, пробуем. Очень хорошо вгрызается. Не нужно пилить час, чтобы понять, что данная пила в принципе пригодна, но единственный недостаток, который я заметил, не сильно разведены зубцы. Деревяшку до 3 сантиметров она перепилить сможет, а если возьмете потолще, то уже будут у вас небольшие проблемы. Нормальная пила точно такая же, как и в остальных тулах, поэтому пила и пила есть и хорошо. Почему в пиле слабовато разведены звенья, я, честно говоря, понимаю. Это компромисс, потому что рядом с пилой у нас есть алмазный напильник. Этот алмазный напильник, как видите, другого цвета, а это нам намекает на то, что он более закаленный и сделан из другой стали. Чуть не забыл, пила-то у нас также лайнер-локом фиксируется, давайте я вам покажу. Вот таким образом мы ее зафиксировали. Здесь есть вот такие небольшие захваты, и как пила, так и, собственно, напильник без проблем открываются. Напильник у нас, естественно, не фиксируется. С одной стороны он у нас идет алмазный, а с другой стороны он идет обычный, вот такой вот металлический. Что-то я ему уже подпиливал, как видите, он цвет чуть-чуть поменял. Проверим его, к примеру, на вот таком вот дешманском ноже. Дешманский нож, герой обзоров. Всегда слегка туповат, потому что дешманский нож. Да, грит большой идет, но сделать острым нож вы сможете без проблем. Также таким напильником можно делать маникюр, если вдруг у вас нету более подходящих инструментов. Довольно приятно затачивает мой ноготь и приводит его в порядок. Давайте проверим твердость обычного металлического напильника. Покрытие чуть-чуть стачивается, и это говорит о том, что данный напильник в принципе подходит хорошо для чего? Правильно, для дерева. Дерево он стачивает отлично, а также отлично будет стачивать пластик, и у него еще есть пила. Давайте тоже проверим. Вы звук слышите? Слышите. Пилит довольно-таки неплохо. Может пригодиться, если нужно отпилить что-нибудь пластмассовое, либо что-нибудь деревянное ровно и очень долго. Рабочая часть металлического напильника 44 мм, рабочая часть алмазного где-то 53 мм. Да, около 200, наверное, грит. В принципе, это универсальный вариант. И что-то сточить можно, и что-то подточить. Возможно, вы сможете спилить им даже какие-нибудь алюминиевые наручники, если попадете в такую оказию. Напильник зачет. Но это все, скажем так, побочные инструменты. Второй основной, естественно, после разводного, это плоскогубцы. Сразу скажу за нюанс, который проявляется почему-то у всех сиомовских инструментов. Это небольшой избыток смазки. Для того, чтобы от этого избавиться, просто берете обычное масло, закапываете вот сюда, разрабатываете немножко, вытираете раз 10, и все у вас будет отлично. Иначе периодически после использования черное масло, которое изначально залито, почему-то черное, будет у вас вот так вот выделяться. Вот у такого сиомовского ножа я вытирал раз 50 до того момента, пока перестало все это дело выделяться, оно немножечко напрягает. Вытирал я его много-много раз, причем этот К30, на который я никак не сделаю обзор, уже был в использовании. Вы, наверное, уже заметили, что здесь плоскогубцы подпружинены. И это, я вам скажу, очень удобно для работы одной рукой. То есть, если у вас плоскогубцы не подпружинены, вам как-то надо извращаться, вот так вот пальцем вверх их отжимать, а так вы отпустили, они отжались, прижали. И я считаю, что вот такая вот конструкция подпружиненная намного удобнее, чем не подпружиненная.
Как видите, все инструменты приятно сатинированные. Царапинки на них, наверное, будут меньше видны, чем на в гладкую полированных. Подгонка губок на офигительном уровне. Все углы сглажены, переходов нет. В верхней части также все идеально подогнано. Без проблем можно использовать как пинцет. Какой элемент должен быть у хороших пассатиж? Конечно же, сменные губки. И, естественно, их можно использовать, не боясь, что вы их загнете и дальше нельзя будет пользоваться. Без проблем пользуйтесь. В общем, вещь довольно-таки интересная. Как видите, опять выделилась вот эта вот смазка. Я согласен, вещь новая, можно смазать, это все дело повытирать раз 20, и оно исчезнет. На всякий случай вам такое дело сообщаю. Мы дожились до того, что у меня нету провода, который нужно перекусить. Вернее, провода, которые теоретически можно перекусить, есть, но их перекусывать не нужно, поэтому самый ненужный провод у меня это микро-USB-шка. Давайте ее попробуем кусать и проверим, насколько хорошо идет рез. Оп, оп, оп. Шикарно режет. У самого основания, как мы видим, угол максимально тупой, и, естественно, там можно даже кусить какой-нибудь гвоздик. Сейчас я его найду. И, кстати, гвоздик можно перекусить с обратной стороны. Зачем это сделано, я не понимаю. Возможно, если эти губки у вас отлетят, потому что губки-то можно поменять, а с обратной стороны это просто часть корпуса, и зачем кусать частью корпуса, мне непонятно. Возможно, это сделано для чего-то другого. Если вы знаете, как обычно, напишите в комментариях. Гвоздь найден. Попробую перекусить его. Довольно легко перекусывается, улетает куда-то в далекие края. Давайте попробуем перекусить его внизу. Тоже перекусывается приблизительно с тем же усилием. Единственный плюс, никуда не улетело. Давайте еще попробуем тонкую проволоку покусать. Кусается приятно, как ножницами, поэтому к пассатижам у меня вопросов никаких. Получились очень удачные. Как вы видели, вес у мультитула довольно-таки солидный. И таскать, к сожалению, на кармане вы его, я думаю, не будете. В маленькой сумочке тоже. А вот в велосумке, к примеру, либо же в бардачке машины, или же дома, для него, в принципе, место найдется. Думаете, это уже конец обзора? Нет, конечно же, за отвертку, естественно, я не забыл. В первой версии она была, не очень, скажем так, удачная. А давайте проверим, как она получилась во второй версии. Вот здесь вот прячется комплектная бита. Здесь она подмагничена, такой есть магнитик. Вставляем его в паз. Оп. Внутри также стоит магнит, приятно битка сама заскакивает внутрь. Можно как под вот таким углом крутить, так и вот таким образом, и довольно длинная получается у нас отвертка. Давайте попробуем загнать максимально шуруп внутрь. И когда уже вот таким образом вам крутить тяжело, просто делаете вот такую вот Г-образную форму и максимально загоняете без проблем. В дерево, в принципе, можно крутить до того момента, пока оно не расколется. Усилия вообще не ощущаются. Качество биты, которая идет в комплекте, на хорошем уровне. Как видите, только немножко анодировка слезалась. Ощутимых повреждений нету. Но, естественно, стоит проверить, можно ли использовать обычную вот такую вот биту. Да, она тоже хорошо залазит. Причем, получается, она залазит глубже и ожидаемо вытаскивается немножко тяжелее. Сама бита и крепление для нее, на мой взгляд, на очень хорошем уровне. Давайте положим назад. Делается это вот таким же образом. Открываем, вкладываем и закрываем. Да, там можно сильно не целиться. Что осталось? Правильно, накладки. Накладки сделаны из анодированного алюминия. Приятный на ощупь, шероховатый. Довольно крепкий, ребенок ронял, никаких следов не осталось. Об металл, конечно же, вы поцарапаете, а если на металл и на асфальт ронять не будете, я думаю, стереть анодирование будет довольно-таки проблематично, и это все дело должно очень неплохо служить. На мой взгляд, получился довольно уникальный инструмент. В плане того, что здесь есть хорошие пассатижи, разводной ключ, причем не просто, а с храповым механизмом. И я, собственно, других похожих продуктов и не могу назвать от нормальных брендов. Если вы знаете, напишите, но я так вот поискал, только что-то китайцы пытаются делать, но опять же с храповым механизмом это вот первый, который мне попадает в руки. Где я буду его использовать? Конечно же, он будет лежать дома, буду его брать в бардачок автомобиля, возможно в бардачок велосипеда, но вот там, конечно, есть вопросы, нужен ли он вам в дороге. А вот если вас кто-то попросил что-то собрать, разобрать, есть такие интересные люди, у которых бывает, что не бывает инструментов, поэтому к ним стоит вот такую штучку взять, и в принципе с основными задачами по разбору-сбору вы справитесь без проблем. Эта версия W4 определенно удалась, могу смело рекомендовать, но, конечно же, вы обращайте внимание на вес. Однозначно рекомендую.